Друзья, наконец я решил. Сегодня будем готовить настоящие азербайджанские кутабы на саде, на дровах. Друзья, я все никак не решался на этот подвиг сделать кутабы. Потому что одно дело взять, раскатать тесто 1-2 листа и нарезать его на хингал, например. Это я делал и не раз. А другое дело вот этих блинов накатать штук 30-40. В общем, я не решался. Но женская половина моей семьи, в общем, решила меня сегодня поддержать. Значит, я буду здесь делать, и там будут мне помогать. Так что вот так. А кутабы наши сегодня будут с зеленью и с мясом. Друзья, зелень, значит, на кутабы подбирается. Я не сказал, что прям индивидуально кто что хочет, но можно менять. В общем, кто что любит. Нарезаем и не мелко, не крупно, средне. Вот так, как вы видите на камере. Ну, здесь есть, конечно же, кинза, щавель. Потом есть зелень, джинджилим называется. Я не знаю, как на русском. Такая маленькая, кругленькая. Друзья, режу зелень. Такой запах идет. Просто сумасшедший. Очень приятно. А, еще здесь мята обязательно. Вот этот джинджилим, зелень. Не знаю, как на русском. Мелкая такая, кругленькая. О, сколько, смотрите. Зелень. Свежантина. Так, разожгем тандырчик. Друзья, тесто мы там общими усилиями замесили и уже разделили на такие колобки. Так, зелень, как мне посоветовали, надо слегка посолить. Только слегка. Так, припылим доску. Берем первый колобок. Ну все, пошло дело, друзья. Тесто, конечно, я катаю непрофессионально, друзья. Дай бог здоровья женщинам. Они решили сегодня помочь мне. Вот сач. Сейчас хорошенько прокалится. И уже можно начинать кутапчики класть. Так, первый сделаем зеленью. Так, зелени я делаю много, друзья, чтобы они были сочные и вкусные. Так, закрываем. Ручками вот так прилепливаем, пальчиками. Вот так. Так, чуть-чуть воздух выпускаем, друзья, чтобы там у нас не лопнул потом кутап. Вот так. Пальчиками прижимаем. Чтобы они
приклеились. Так, первый готов. Пока отодвинем в сторону. Теперь с мясом, друзья. Распределяем тоненьким слоем по поверхности. А теперь, друзья, на мясо сыпем вот немножко барбарис. Значит, обычно это бывает гранат, но так как сейчас не сезон, мы обходимся барбарис. Но барбарис, я вам скажу, не сильно уступает гранату по вкусу. Закрываем. Хорошенько выгоняем воздух. И вот так хорошенько прижимаем. Вот, друзья, теперь по 3 штуки буду размещать уже на накаленном саджи. Первый пошел, друзья. Друзья, смазываем вот так сливочным маслом. С обеих сторон. Значит, первый будет с обеих сторон, а последующий только с одной стороны. Потому что будет смазаться уже своим соседним кутабом. Так, этот уже с одной стороны. Он смажется своим нижним товарищем. Так, следующие пошли. Так, перевернем. Друзья, уже приноровился, делаю без инструментов. Вот так рукой. Все. Закрываем. Еще один с зеленью. Закрываем. Все, пошли на сач. Что-то мы с этими кутабами задержались, уже вечер. Просто их много. 45 штук должно быть. Так что, друзья, приезжайте. Угощу кутабами. Прямо сейчас резко кто приедет, успеет на кутабы. Смотрите, сколько кутабов получилось. Прошло 2,5 часа. Я, честно говоря, не думал, что это столько времени займет. Но зато целая куча. Здесь, не знаю, 40 с чем-то кутабов, короче. И мясные, и с зеленью. Сейчас будем кушать.
и обсуждать. Кутабы у нас принято кушать с холодным айраном, друзья. А если в айран добавить еще сушеную мяту, это будет вообще просто улет. Вот так мы ее чуть-чуть. Хорошенько перемешаем. Вот у нас айранчик такой. В крапинку получился. Друзья, айран охлаждает не хуже пива, я вам скажу. Прохладный айран — это большое удовольствие. Будьте здоровы. Очень вкусно. Ну что, приступим. Первый попробуем мясной. Вот он, кутабчик. Собственного приготовления. Мясной кутаб посыпаем сумахом. Вот так складываем. Очень вкусный, очень жирное, тоненькое тесто и жирное мясо. Все тесто пропитывается маслом. И вкус получается обалденный. О, друзья, смотрите, сколько. Книжка. Сколько здесь кутабчиков. Это зелень. Сейчас попробуем зелень. А зеленью мы традиционно едим с гатыгом. То есть с йогуртом или с мацонью. Как вам больше нравится. Так, хорошенько. Друзья, советовать приготовить, как я обычно говорю, советую что-то приготовить. В данном случае я не буду, потому что это довольно-таки сложно. Это довольно-таки сложный, очень трудоемкий процесс. Но если кто-то на этот подвиг все-таки решится, я уверяю вас, вы не пожалеете. Вкус просто шикарный, просто очень вкусный. И мясные кутабы, и кутабы с зеленью. Просто великолепно. Спасибо большое, друзья, за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.